Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена, и вы на моем канале о вязании. И сегодня я вам хочу показать и рассказать, как очень просто и легко набрать петли в начале вязания, если мы хотим связать носочек или следочек от мыска. Я почему раньше не очень любила вот этот способ, потому что мне не нравилось именно первые ряды, как набираются петелечки. И я нашла для себя способ намного проще и быстрее. И хочу сейчас этим способом поделиться с вами. Вот посмотрите, какой аккуратный мысочек получается. Здесь у нас тоже, вот видите, все ровненько, аккуратненько. И я вот сейчас, мне очень нравится, вяжу следочки и носочки от мысочка. Вот так. И вот такие вот тоже у меня следочки, они связаны тоже от мысочка. Вот так вот вяжется от мыска. Мысок получается аккуратный. Вы сразу можете определить ширину своего изделия, своего носочка или следочка. Так, не будем много разговаривать, давайте будем вязать. Для вязания нам понадобятся спицы. Кто-то вяжет на круговых спицах, вот я люблю на круговых вязать. Кто-то вяжет на обычных чулочных спицах. Берете, значит, чулочные спицы. Я по ходу буду рассказывать тоже чулочных, примерно буду вам говорить. Вы все равно, кто вяжет, все равно поймете, как это делается. Берем наши ниточки. И еще нужен будет крючочек, хотя это не обязательно. И нужен, наверное, будет маркер, чтобы пометить начало нашего ряда. Хотя тоже это не обязательно. Начинаем свое вязание с набора 12 петель. У меня вот пряжа примерно 250, 270, 230 метров в 100 граммах. И я вот на такую толщину ниточки беру 2,5 крючочек спицей. Можно взять 3 миллиметра спицы, это у кого какая плотность вязания. И вот примерно для своих ниточек и для своих спиц я набираю 12 петель. В принципе, они больше и не надо, и меньше не надо. Набираем с вами 12 петель. Набираем их первый ряд, не затягиваем, потому что мы будем его использовать как наборный край дальше. И вот здесь вот вяжем, не затягивая, чтобы у нас вот эта кромочка, она была свободная, чтобы мы могли оттуда потом еще с вами набрать петли. Набираем 12 петель. Любым для вас удобным способом. Я обычным способом набираю. Вот чем этот способ вязания от мысочка и набор вот этих петелечек удобен, что он вообще очень простой. Тут можно оставить хвостик побольше, поменьше, кому как нравится. Главное, мы сейчас не затягиваем наши, чтобы у нас был вот краешек наш был свободный, чтобы мы могли здесь набрать петли. Так, вот все. Петельки я набрала. Разворачиваем наше вязание. И вяжем наши вот эти 12 петель изнаночными петлями. Здесь провязываем сразу, кромочную не снимаем, сразу провязываем, нам нужно все 12 их провязать. Вы вяжете тоже, кто вяжет, я вяжу в основном бабушкиным способом. Классическим вяжу, но мне более привычный бабушкин способ вязания петель. Так, провязала изнаночный ряд, переворачиваем и вяжем те же самые 12 петель с лицевой стороны лицевыми. Вот сейчас, кто вяжет на чулочных спицах, на 4, на 5, то вы сейчас 6 петель провязываете на одну спицу и 6 петель делите уже пополам и провязываете на вторую спицу. Те, кто вяжет, как я, круговыми, мы провязываем вот так. Так, вот провязали мы лицевой изнаночный ряд.
вот эту спицу, рабочая наша спица правая, мы ее протягиваем. Те, кто вяжет на чулочных спицах, берут новую спицу. И вот нам сейчас вот из этой вот кромочки, вот из этой, почему я просила вас не затягивать ее, будем набирать наши 12 петель. Вот эту ниточку можно пока оставить сверху, чтобы она нам вот здесь не мешалась. Мы ее просто потом заправим вовнутрь. И начинаем. Надеюсь, вам все будет видно. Подхватываем вот эту вот кромочку. Вот она у нас, ее видно. Вот они наши. Видите? Вот они. Вот за эти вот душечки мы будем... Так, еще поближе. Вот, смотрите. Видите? Их видно. Можно сюда вставлять спицу. Можно вставить прямо вот сюда. Так, еще ближе покажу. Так, сейчас камера сфокусируется. Вот посмотрите, можно вставить прямо спицу вот в ряд наш, в нашу петлю. Кому как удобнее, вы попробуйте и так, как вам будет удобнее, так вы и будете вязать. То есть, если вы подхватываете, вот это, видите, краешек, она мешает немножко эта ниточка. Если вы будете захватывать вот эту вот краешек, вот самый, то у вас вот здесь шов будет совсем такой тоненький. Если вы будете вывязывать петли вот прямо из петли, край будет немножко тут внутри, будет у вас рубчик. Тоже ничего страшного. И так можно поднять наши новые петли. Итак, я буду за краешек. Неудачно немножко нитки взяла, расслаиваются. Я беру, подхватываю вот наш и провязываю через него. Так, да, вот неудачно ниточки взяла. Так, сейчас приспособимся. Так, вот вытянула первую петлю. Также подхватываю вот вторую. Дальше вот эту, край нашего набранного. И также провязываю петлю. И вот так нам нужно поднять с вами по краю 12 петель, точно столько же, сколько у нас на спице. Так, покажу сейчас, если вы захотите поднимать петли не из кромочки самой, а из петли. Можно воспользоваться, если вам будет удобнее, крючочком. Вот, то есть берем крючочек, вставляем его в петелечку и вытаскиваем. Опять в следующую вставляем и вытаскиваем. Потом просто мы переснимем наши петелечки. Вот видите, очень легко крючочком пользоваться. Вытаскиваем их. Опять находим следующий наш ряд. И опять. И вот так вот можно все это поднять. Давайте, раз уже я там сколько. Так, у меня тут уже 5. Так, 6. Тот, кто вяжет на чулочных спицах, вы набрали 6. Берете новую спицу, 4, и набираете еще 6. Я буду дальше сейчас вот наберу и пересниму на нашу рабочую спицу. Либо сразу можно набирать спицей. Ну вот, у меня набрались на одной спице 12 петель и на второй спице 12 петель. Вот сейчас, чтобы не запутаться, можно пометить вот здесь начало ряда, чтобы нам не запутаться потом, где у нас начинается ряд, потому что похожи очень будут наши края. Мы пометили маркером. Так, разворачиваем вот наше вязание вот так. Вот это наша рабочая спица. Так, и следующий ряд мы уже с вами провязываем по кругу. Вот начало ряда мы вот здесь отметили. Провязываем сейчас по кругу на первой спице 12 петель и на второй спице тоже 12 петель.
без прибавок, без всего, просто провязываем лицевыми. Сейчас по кругу 24 петли. Полный наш круговой ряд. Первое начало тут, конечно, как всегда в любом вязании, немножко туговато, немножко неудобно, но это ничего страшного. Вот там, где у нас соединяется вязание между спицами, первый ряд мы стараемся немножко подтянуть, чтобы у нас здесь не было дырочки, не было расхлябано, немножко подтягиваем. Тут у меня получилось немножко туговато. Так, связали мы с вами первый ряд. И со второго ряда, получается, нашего кругового мы начнем делать прибавочки. Вот посмотрите, вот они у нас идут вдоль вот этих двух петелек по краям с этой стороны. И точно так же с этой стороны мысочка. Вот они. Для расширения нашего мыска мы будем с вами делать сейчас прибавочки. Прибавочки мы будем делать через ряд. То есть первый ряд мы провязали с вами без всего. Во втором ряду мы с вами будем сейчас делать прибавки. Прибавки вы тоже можете их делать так, туго связала, так, делать так, как вам удобно. Не смотреть ни на какие эти, как вам удобно, так вы делаете свои прибавочки. Но если вы начинающий вязальщик, то значит вы делаете прибавочки, просто делаете накид. Потому что когда вы будете вязать прибавку из протяжки, не всегда видно в следующем ряду, сделали вы прибавку или не сделали. Мы будем, смотрите, первую мы провязываем, делаем накид, провязываем до конца нашей спицы. Если вы вяжете на 4, то провязывайте до конца второй спицы, не довязывая одну петелечку. Опять делаем накид, провязываем петлю. Я переворачиваю связание. Тот, кто вяжет на 4, переходите на 3 спицу. Так, хвостик мы сразу его спрячем вовнутрь, чтобы он нам не мешал. Хотя мы потом тоже можем его просто заправить, и все. Первую вяжем просто лицевой, затем накид и провязываем эту вот сторону нашего мыска до конца, не довязывая одну петлю. Осталась одна петля у нас на левой спице, делаем накид, провязываем. Вот чем способ вот с накидами проще, потому что в первом ряду мы делаем накид, во втором мы его провязываем. Поэтому вы будете точно знать, сделали вы в этом ряду на прибавку или не сделали. Это намного удобнее, чем, допустим, какой-то другой способ прибавок. Так, следующий ряд. В предыдущем ряду мы сделали прибавки, следующий ряд мы их провязываем. И вот здесь, чтобы у нас не получилось дырочки в нашем вязании, мы наш накид вяжем лицевой скрещенной. То есть мы, чтобы у нас вот накид, наша ниточка перекрутилась. Вяжем до конца ряда, то есть до накида вяжем. Так, опять дошли мы до накида. Опять мы его вяжем так, чтобы наша ниточка, петля вот наша, накид наш, перекрутился, чтобы у нас не получилось дырки. Вот смотрите, если мы здесь просто провяжем накид, вот вдоль вот наших вот этих прибавок у нас получится отверстие, дырочки. Если мы его провяжем скрещенно, чтобы он у нас ниточка, накид наш перекрутился, у нас вот здесь все будет аккуратно и красиво. Так, мы вот связали на одной спице, сейчас довязываем вторую спицу нашу, то есть ряд до маркера довязываем. Это касается и тех, кто вяжет на круговых спицах, и тех, кто вяжет у нас на
чулочных спицах. И сейчас вот чередуя вот так, один ряд мы делаем накид, второй ряд мы этот накид провязываем, мы чередуем так, вяжем до тех пор, ну вот это в моем случае, вы будете мерить все на свою ножку ширину. Будем вязать, пока у меня на спицах не окажется 56 петель. То есть на одной спице у меня, вот у меня 2 спицы, на одной у меня должно быть с этой стороны 28 петель, и с этой стороны у меня тоже должно быть 28 петель. То есть пока у меня не окажется на спицах 56 петель по кругу, я буду делать прибавки. Еще раз повторюсь, первый ряд вот мы делаем накид, мы делаем в одном ряду 4 прибавки. Вот наш мысок, смотрите, в начале и в конце этой стороны мыска, так покажу на готовом изделии, будет более понятно. Вот смотрите, начинаем мы вот отсюда вязать. В начале мы сделали прибавочку, довязали вверх мысочка, сделали прибавочку, перевернули, опять в начале мысочка сделали прибавочку, и в конце, то есть в одном ряду мы делаем 4 накида в начале, в конце, то есть вот вдоль вот этих вот 2 петелечек, которые мы первую вяжем и в последнюю не довязываем, у нас будут идти вот эти наши прибавочки. И вот так нам нужно связать, чтобы, вот смотрите, у меня вот с этой стороны получилось 28 петелечек на мыске, и с этой стороны у меня тоже получилось 28 петелечек. Еще повторюсь, что плотность вязания у каждого своя, спицы и ниточки у каждого свои, поэтому вы меряете на свою ножку. Если вам будет достаточно, допустим, уже 50 петель, то вы уже дальше не вяжете, чтобы у вас ваш следочек не получился огромным, то есть широким. Длину вы уже потом будете вязать, корректировать под свою ножку. Чтобы у нас не получился либо совсем маленький мысочек, либо очень большой, все равно первый раз, когда вяжете по своим ниточкам, вы меряете все-таки на свою ножку. У меня 56 петель. Ну, еще раз вот покажу еще один ряд и уже так. Еще раз повторюсь, первый ряд мы делаем накиды, 4 накида, второй ряд мы их провязываем. Провязываем обязательно, чтобы накид наш был скрещенный, чтобы у нас не получилось дырочки. Так, вот эта вот ниточка, она постоянно мешает. Вот для этого, вы видите, мы здесь маркер для чего повесили начало ряда, потому что очень легко запутаться, где начало, где не начало. И опять, не доходя, не довязывая одну петлю, делаем накид. Ну вот, начало у нас положено. Надеюсь, что у вас все, я вам объяснила правильно, все у вас получится. Ну вот, я связала мысочек. У меня сейчас на спицах 56 петель. Вот видите, как вот он получился, вот он. Вот такой мысочек. Все очень просто, все получается аккуратно. Видите, как получается? Вот что здесь получилось так же, что здесь. Ну а дальше фантазия ваша не имеет предела. Вы можете связать и вот такой рисунок, можете просто связать гладь и потом вышить или пришить какой-то там, не знаю, орнамент, может связать крючком что-то, может вообще ничего вы не будете делать и просто вот так свяжете даже одним цветом, они разноцветные. Все уже там дальше в ваших руках. Надеюсь, что я все объяснила понятно, вам все понравилось, у вас все получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
ровных вам петелек, а я с вами буду прощаться до следующего видео. До свидания, до новых встреч!